Привет. У нас Новый год. Поздравляю вас. Поздравляю вас всех с Новым годом. Праздничное настроение. С Новым годом. Пусть все и даже там и никакие, и не чтобы, но всегда. Да, присоединяюсь я тоже к этим пожеланиям с наилучшими намерениями нашей от лица нашей школы и меня лично. Также хочется отметить, что спонсором новогоднего салюта в Украине вчера были налогоплательщики Российской Федерации. Тоже спасибо вам большое за горячие взрывные поздравления. Нам понравилось. А в этом году, в новом году, что я хотел сказать, это если вы думаете тесты, как бы если вы хотите свой уровень вывести на новый уровень, то, IELTS полезная штука, не полезная. Хотелось бы услышать ваши отзывы. Подождите-ка я посмотрю, есть у нас кто-то здесь вообще или нет. Как всегда, традиционно хай в чат. Если кто-то есть, то отзовитесь, пожалуйста, как там насчет качества аудио, качества. Видео уже какое будет, такое будет. А вот качество аудио, чтобы всем все было хорошо слышно. Вот, поэтому в новом году я решил как бы праздновать это такое, а вот полезное, если вы решили в этом году сдать IELTS, я не знаю, как он правильно произносится, IELTS, доброго дня. Видите, мы знаем, кто это к нам присоединился на наш стрим, присоединились даже, семья из Лондона. Спасибо вам большое, что смотрите наш стрим. Видно, чутно, прекрасно. Андрей Юрьевич, тоже рад вас, тебя, мы с тобой на ты, рад тебя видеть здесь. Все, значит, аудио работает, все в сборе, можно сказать. Поэтому вот я решил, что если в новом году, это я уже третий раз говорю, но если вы решили тестик сдать на уровень, то вот сейчас мы можем, даже можно какую-то серию стримов провести будет, там раз в недельку, проходить вот эти подготовительные тесты. Можно и listening потом будет сделать. Я сейчас listening не хочу. Не хочу ничего слышать. Спонсором же стрима является кофе и чай. Я подготовился. Основательно. Значит, тут вот такая вот штука. Какой уровень будем проходить? Вот он, Андрей, кстати. Как думаешь? B1, B2, C1, наверное, не надо, правильно? C2 или ради интереса просто. Кстати, бизнес. Выбор широчезный. Pre-A1 тоже как бы A1 movers. Для грузчиков, видите, A1 для грузчиков полезно тоже. И 5. В кофе? Да, и в чай. То вот, какой уровень? Я так понимаю, лучше всего, наверное, сделать B1 или же B2. Я их здесь и открывал, вот. Это первые страницы одного и второго. Давайте еще C1 посмотрим, что нам C1 говорит. Тут уже нету таких. Или есть? Я же что-то вроде проходил. Да, стрим сегодня будет, я так понимаю, часа 2, наверное, потому что там этот тест, если он занимает 90 минут, то еще плюс трындеж. К следующему Новому году управимся. Learner Essentials. Free online learning activities. Right. Так, на C1 что-то Teacher Essentials, Exam Essentials. Sample тест. Куда я смотрел?
Что я вообще? Computer-based reading and use of English. Вот же он. Куда? Вот я. Это у нас B... Ой, время закончилось. Это у нас B какой-то, это у нас тоже B какой-то. Вот это B2, наверное, он тут чуть сложнее выглядит. А это у нас C1. My details are always correct. Start test. Studying black bears. After studying North America's black bears the conventional way, wildlife biologist Luke Robertson felt no closer to understanding the creatures. He realized that he had to win their trust, скорее всего. О, ну здесь довольно сложно. Ну, catch нет, achieve trust не, receive trust. They win, gain their trust. Ну, хотя win, earn, ну, win, наверное. Ладно, это C1 был. Давайте еще, пока все, кто онлайн, давай только трындеж без теста сегодня. Не, наоборот, кто-то скажет, давай тест без трындежа. Ну и тогда о чем? Если трындеж, то должна быть тема, связанная с английским хотя бы. Ну ладно, будем проходить B2. What is genial? Так, только надо его заново начать проходить. Use of English. Genealogy. Кто посмеет, что посмеешь, то и пожнешь. Ну что, начинаем тогда тест. Вот он, 75 минут, я не знаю, 75, не 75. Нам, как бы, с вами устраивайтесь поудобнее. У меня вон 2 чашки с напитками есть с собой, поэтому я готов. Если вы готовы, то... Я просто хотел бы услышать какое-то мнение, какой уровень... Ух, блин, прямо в чай. Какой уровень... Сейчас я в Телеграме посмотрю. В Телеграме ничего никто нету. What is the capital of Scotland? That would be... Эдинбург. Edinburgh. Но зато capital of, кстати, England and Great Britain, правильно? Кстати, London is the capital of England and also is the capital of Great Britain. B1 test. Okay, cool. Только я B2 открыл уже. Что ж вы молчали так долго? Ладно, B1 preliminary for schools. B1. Опять, наверное, самое оно перед носом было я. Reading sample test, writing sample test. Ну, writing мы не будем делать, на writing можно очень застрять. Это раз. А два, writing требует особую форму. То есть можно быть писателем и завалить тест, потому что у них есть свой формат, и нужно почитать сначала, что они хотят, перед тем, как writing писать. То есть там не просто writing и все. Listening не хочется. Остался у нас reading. Значит, проходим B1, reading и так далее. Primary school, secondary school. Что за вопрос? Это даже не вопросы. Это какие-то провокации. Where do you come from? Это еще тоже. Yes, I'm finished. Start test. Окей. Вот это я помню. Помню эту страничку. Win a car. Все, классно. Это знак у нас.
Не знак, а ну, sign. Advertisement sign. Не знаю. Ну вот, говорит, win a car. Competition. Entries will only be accepted from people who are at least 18. Entries will be accepted. Ну, как бы entries, как бы входные, ну, типа я буду участвовать, да? В общем, к розыгрышу допускаются, будут приниматься заявки от людей who are at least 18, которые как минимум 18, то есть которым как минимум есть 18 лет. Значит, у нас варианты ответа. The competition is open to people over a certain age. Yes. It is open to people over the age of 18. There is a maximum age limit for this competition. No maximum. There is a minimum age limit. Only 18-year-olds are allowed to enter this competition. No. 18 or older. Значит, у нас правильный ответ будет one. The competition is open to people over a certain age. And that age is 18 years old. Я думаю, мы этот ответили правильно. А если чекнуть ревью здесь, что будет? Так, если что, то не слишком поздно. Нормально, ничего не взорвалось. Хорошо. Rachel, for our holiday you need to get a photo of your visa. Кстати, еще такой момент. Тест британский, я это читаю более на американский манер, потому что другого не знаю. Поэтому, как бы, имейте в виду. Rachel, for our holiday, потому что holiday я поэтому так вспомнил, что... For our holiday, you need to get... Ну, у меня, если я британский начинаю, у меня как будто я кривляюсь. Поэтому лучше не надо. Не надо кривляться. Rachel, for our holiday, you need to get a photo for your visa and let me have it. What do you mean, let me have it? Give it to me. Okay. I've got the visa form, so I can post them then. Adam. Адам пишет Rachel, что для их отпуска нужно сфоткаться и передать ему эти фотки. А у него есть еще I've got the visa form, so I can pass them then. Post. Post them then, наверное, имеется в виду по почте послать. Вот, кстати, британский, потому что в американском сказали mail them, а post them было бы типа их куда-то запостить. Ну вот, на стену, например, повесить. То есть, скорее всего, имеется в виду, что заполнить формы, дай мне фотки, я заполню формы и пошлю это по почте. Так я себе это понимаю. Значит, Adam's telling Rachel too. Кстати, еще такое, размер шрифта. Я уже отсюда вижу, что маленький. Чего ж вы молчите? Ага. Вот оно. Значит, Adam is telling Rachel to post something for him. No. Он говорит, что he will post something for her. So no, the opposite. Find out how to do something. Rachel to find out. Not really. He's telling her how to do something. Give him something he needs. Yeah, he needs the pictures. He needs the pictures that she took for the visa, for the forms, so he can post the forms on the forum of the... В общем так, gave him something he needs. Вот что нам нужно. Постит выслать по почте. Вот, спасибо, Александр, за вашу неоценимую помощь в понимании британского, английского. Еще раз спасибо. Рад, что вы там это... Рад, что вы смотрите нас. Спасибо. Give him something he needs. He needs the pictures from her so he can put them on a form. I've got the visa form, so I can post them then. Ну, whatever. Как бы здесь у нас понятно, что он хочет от нее получить фотки. Laboratory, кстати, опять британский, американский. Laboratory, по-моему, по-британски будет. Или же laboratory. Я даже, честно, не знаю, как это произносится, потому что в американском в 96,75 случаев будет просто говориться lab. Давайте проверим произношение.
Laboratory. Или, а может и laboratory и там будет, или laboratory. Не исключено, что laboratory. Но laboratory по-британски, скорее всего, да. Это у нас... Laboratory. Laboratory. Видите, какой он? Сразу видно, человек не пил на Новый год. Laboratory. Laboratory. Laboratory, да, ну вот, laboratory по-американски. А, смотрите, какой у нас есть сайт крутой. Юглиш. Юглиш.com. Та-да. Laboratory. И здесь можно даже отмечать US, UK, laboratory. Laboratory. You come into the laboratory. Laboratory. Найдем британский. Provides us with a wonderful natural. А, это был британский. Provides us with a wonderful natural laboratory. Laboratory. For instance, in 2001, Canada's essential gene data from and you find your laboratory. At the Johns Hopkins Applied. My principal affiliation is Ладно. From the cold UK. air stream and transfers it to the chemical laboratory. Laboratory. Provides us with a wonderful natural laboratory. Futures Laboratory. Laboratory. South Africa is a very natural laboratory. Laboratory. Все, ура, мы с вами дошли. Нашли, что laboratory по-американски, laboratory по-британски, но чаще всего вы услышите lab. Laboratory. The public are not permitted. Кстати, тоже public are, public is. Там еще есть свои нюансы между британским и американским. Но пусть будет the public are not permitted beyond this point unless accompanied by a staff member или же staff member. Тоже разница в британском и американском. Значит, что? The public are not permitted beyond this point. То есть не пускают людей с улицы. Unless accompanied by a staff member. Accompanied у нас будет что? Глагол? Нет, ни в коем случае. Более как прилагательное. Unless они есть. То есть not permitted unless accompanied. They are not permitted unless accompanied. То есть без кого-то, без staff-мембера не пускают. То есть должны за вами присматривать, чтобы не стырили ничего в лаборатории. Ну, такое. Members of staff must be accompanied if they wish to pass this point. No, members of staff must accompany someone else. Members of the public can go through unless they're visiting someone working there. Тоже нет. Not necessarily visiting someone working there. They just need to have some... То есть тоже не особо. Members of the public may go further if a company employee goes with them. Вот это вот. То есть они могут дальше пройти, если кто-то с ними будет вместе. Members of the public may go further if a company employee goes with them. Кстати, слово further и farther, там еще тоже своя целая история. И британский, и американский, и в самом американском разница. И, в общем, интересно. Но, насколько я понимаю, насколько я слышал, в британском либо только further употребляется, либо with a U and with a что и так взаимозаменяемо. В американском farther через a будет больше как физическое расстояние, дальше, там на километр дальше, чем это, а further как дальнейшее через U. И даже будет произноситься про... Кстати, English. Главное правильно написать его, потому что опасно. Dangerous spelling. The more efficient your vehicle is, the more energy you can get out. Давайте all accents. And it turns out that nothing could be farther from the truth. Farther. Видите, слышите? Слышите, видите? Она сказала farther. А если будет you, скорее всего, оно будет further. Как оно будет? Further. Ладно, давайте native speaker пусть говорят. So the next example О, involves этот вообще английский преподает, я его знаю. Это Bob the Canadian, или как его там зовут? words further and farther. I often get this question during my Saturday То есть он как раз о том, ты хитрец. night live English lessons. People will say, when do I Кстати, если use хотите, further найдите это and when do I- видео, о чем мы говорили. Вот он, наверное, там это и объяснил. Farther? Okay. А теперь давайте хободи. Countries will continue as the UK gains further clarity Further. on its new relationship with the EU. Right, they step up. They're willing to go further, be crazy. Further.
tiny without the need for a further religious superstructure. А это был британский акцент. В общем, разобрались, да? С этим разобрались, все прекрасно. Где у нас дальше? Значит, здесь ответ тоже мы нашли. Jane, mom's leaving really early tomorrow, so could you wake me at 7 when you leave for work? I mustn't be late for college again. Tom. Tom wants to persuade Jane to take him to college tomorrow morning. Так, у нас 0 зрителей. То есть вопросы, я так понимаю, никто не задает. Но все равно, кто в записи будет смотреть. Что значит? Том говорит: Джейн, мама завтра очень рано уходит. Можешь меня в 7 разбудить, когда пойдешь на работу? I mustn't. Мне очень как бы смешно звучит выражение mustn't. Но тем не менее, смешно, но оно must not. I must not be late for college again. То есть я не могу опоздать опять. Ни в коем случае. Разбуди меня в 7, когда ты пойдешь на работу, а то мама уходит еще раньше. Значит, первый вариант. Tom wants to persuade Jane, да, убедить ее, persuade Jane to take him to college tomorrow morning. Чтобы она его с собой взяла в колледж. Не, и он идет в колледж. Tom would like Jane to do him a favor tomorrow morning. Yes. Да, он просит ее favor. Favor заключается в том, что она в 7 часов, когда идет на работу, должна его разбудить. Но он просит ее. Окей, это, скорее всего, правильный ответ. Tom is reminding Jane that they have to get up early tomorrow morning. No. Jane еще раньше встает, потому что она его разбудит, когда она уже уходить будет. То есть позже всех встает Том. Поэтому no. А правильный ответ поэтому у нас: Tom would like Jane to do him a favor tomorrow morning and wake him up at 7 o'clock when she leaves for work, so that he is not late for college once again. По-моему, так. Free copies of advertisements. Опять, ну, уже в юглиш не будем идти, поверьте уже мне на слово. По-британски будет advertisement. По-американски будет advertising, кстати. Advertisement. Короче, ad. Так же, как laboratory, lab. Advertisement would be an ad. An ad. Мы тут. 3 слушают. Спасибо. Нет, это у меня тут цифры прыгают. Показывают, сколько. Оно как бы видно с опозданиями или что. Но... Не-не, все, спасибо, что слушаете. Значит, free copies of advertisements, скажем по-британски. Тест британский. On this board are available from the Career Center. Center тоже по-британски написано, по-американски было center. По-американски было бы center, по-британски centre. Также litre. То есть это более... Так как эти слова пришли в английский из французского, то в британском эти слова остались ближе к оригиналу, к французскому, а в американском там они прошли какую-то чуть-чуть реформу. Там 100 лет назад была там и реформа. Вообще у английского языка очень мало было этих реформ, поэтому стандартов в нем тоже очень много. Это и как бы и проблема с одной стороны, с другой стороны прикольно. Смотришь Peaky Blinders, вроде на английском ничего не понимаешь вообще. Free copies of advertisements on this board are available from the Career Center. То есть бесплатные копии рекламы, которая здесь висит, можете получить в Career Center. Это как бы в колледже, я так понимаю, это тоже типа там какие-то канцлеры сидят, там типа я не знаю, кем я хочу быть, когда там а вот пробовали математику учить? Да, пробовал, не люблю. Ну, такое. Значит, что? The Career Center will give you a copy of any advertisement on this board. Скорее, да. This board is used to advertise the work done by the Career Center. No. If you ask the Career Center, you can advertise for free on this board.
Maybe yes, maybe no, но информация не об этом. А вот первое об этом. They will give you a free copy of anything that you see on this board. You can go and get a free copy of it at the career center. Uh-oh. Too much reading. Jenny wants to buy locally produced food traditional to the area. She needs somewhere convenient to eat, and as she is sightseeing in a city, the market shouldn't be far from local attractions. No. It should. Well, good for Jenny. Matt wants a market where he can get something to wear at reasonable prices. And something hot to eat. Или же hot to eat. He's also keen on music and likes finding rare recordings by different bands. Ой, типа кому какой маркет подойдет? Давайте тогда почитаем сначала про markets. Backfield Market. This market world famous for second... Здесь больше текста. Я думаю, лучше сначала этот текст. Это drag and drop. Сначала думаю прочитать про сам маркет, потому что больше текста, а потом дрэгнуть его туда, где меньше текста, то есть кому. То есть не искать, что Дженни нужно здесь, потому что нам придется про каждый маркет больше, чем один раз читать. This market's world famous for second-hand camera. Не слишком это много, я не знаю, может слишком много. This market's world famous for second-hand camera equipment and books on photography, as well as an amazing range of cameras. We have old pictures of local places interested to buy, and of course the stall owners are happy to give you advice for free. Don't miss our hot soup stall in cold weather. То есть у них есть hot soup, вот этому чуваку что-то горяченького захотелось, но ему одежда нужна. У нас что-то с фотографией связано. Дальше читаем. Sam was to visit the market after spending the day in the city. He would like to photograph a historic place and buy a painting by someone unknown. Photograph a historic place. То есть у него уже, наверное, не совсем. Это B1? Слушай, не такой он уже легкий. Тут надо думать. Alexia is looking for a really special necklace for her grandmother's birthday. She'd like to spend the whole day at the market and wants to avoid the cold by staying inside. Ella is looking for objects from other countries for her friends. She'd like to choose a second-hand book to read and wants a snack at the market too. Camera, books on photography. Значит, не подходит. Так ничего не подходит. Только вот этот разве что photograph historic places, buy painting. Так, хорошо, здесь у нас painting есть. World famous second-hand camera equipment, books on photography, as well as an amazing range of cameras. And have old pictures, local places of interest to... Old pictures. А ему painting надо. And of course, the someone happy to give advice for free. Don't miss out. Soup. Подожди, сколько у нас человек ищут? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Значит, этот маркет нам вообще никому не подходит. Значит, дальше. Все, возвращаемся. Ладно. Our market's an amazing building that's hundreds of years old. In the building, то есть, скорее всего, уже вот это будет. Она мерзла там у нас. Alexia. That's hundreds years old. Visitors find our late night opening hours convenient. Она хочет целый день бродить по рынку. Так, скорее всего, у нас уже есть кандидат. And there are always performers entertaining the crowds. We have recently opened more stalls specializing in pictures, both from well-known artists and also those beginning their careers. Этот picture хотел купить. Блин. Тут сложный, реально сложный текст. В смысле, сложное задание. Не подскажете, что нам делать? Просто у меня уже паранойя. В позапрошлый раз у меня тест застрял и не работал. Поэтому я так...
Ой, значит, нам ничего не подходит. Хорошо, значит, наоборот будем читать, что кому надо. Значит, этой надо. Locally, то есть ей покушать locally produced, покушать и поближе к, где ей там, ну, поближе к каким-то этим достопримечательностям. Этому одежки подкупить недорогой, поесть горячего чего-то, и что-то там он likes finding the record. И старые редкие записи, то есть пластинки, наверное, имеется в виду recordings. Vinyl, скорее всего, имеется в виду. Этот после дня в городе хочет пойти на рынок. He would like to, сфоткать какое-то историческое место, то есть, наверное, с достопримечательностями связано, и купить картину by someone unknown, да, то есть какой-то, типа, он такой биткоин-энтузиаст, он хочет купить картину неизвестного автора в надежде на то, что автор вдруг когда-то станет известным. Я вообще запутался. Я чем больше буду это читать сейчас, тем больше. Так, это хочет побродить по indoor market и купить ожерелье бабушке целый день. И, ну да, и чтобы не мерзнуть. Ella is looking for objects from other countries for her friends. She'd like to choose a second-hand book to read on a journey home. And wants a snack at the market too. Короче, все хотят snack at the market. Она хочет книжку бэушную. Да, ничего себе тест, я тебе скажу. 23 минуты, тут попробуй. There is lots to see in this interesting indoor... это уже читали. Small market that's open in all weathers. О, опять это подходит. Хотя не факт, он может быть зимой на улице, просто открыт. Come and find something really fantastic. Treat yourself for some special. Or someone special. We have a wide selection of jewelry and musical instruments. Necklace. Produced locally by highly skilled people and homemade cakes to enjoy. Так, где у нас necklace, lady? Open in all weathers. Так. Really fantastic. Wide selection of jewelry, music and musical instruments. Этот хотел рекорд купить, но он не инструмент хотел, а он хотел уже музыку купить. То есть пластинки, скорее всего, он хочет. Produced locally, by там что-то этот хотела locally, source produce, там это самое первое. Это нереально сложное задание. The Oldford Lane. Situated in a historic city center, you'll find a wide range of jewelry and clothes. Опять есть jewelry. Okay. Arrive early to avoid disappointment. Bargains are found in the morning. Так, это хочет целый день побродить, поэтому ей не подходит. And the stalls pack up after lunch. После обеда уже все. If the weather's good, enjoy watching the world go by. Although it gets very busy in the tourist season, опять ей не подходит. Я никогда это задание не закончу. Старайся. Окей, close to... Давайте хотя бы один матч сделаем, то уже меньше будет. Close to museums and art galleries. О, вот это кто-то, он картинку хотел там пофоткать. There's a place to buy something for lunch, as well as fresh fruit and special breads. Это первая леди хотела. Try the region's famous cheese. The producers are there with advice on different types. Eat on the seats situated around the market, watching the colorful scene and enjoy music from local bands. Это не задание по английскому, это как вот я бы сейчас увидел список рынков
И вот я бы решал сейчас, куда мне пойти. Откуда я знаю, куда мне пойти? Вон 9 разных. Какой ближе, туда и пошел. То есть я вообще не понимаю. Особенно для B1. То есть... Хорошо. Teddingley Market, situated under historic city walls. In this busy market, you'll find a huge selection of great value, new and second-hand clothes. Наконец-то, потому что единственный, кто там про одежку. There are also stalls offering unusual albums, international singers, often hard to find in shops. World Food Area allows you to taste food from abroad, cooked in front of you, горячее. То есть, it's a super bingo у нас тут получилось. Где этот чудак? На. Тебе Teddingley Market, Matt. Something to wear, одежка есть. Something hot to eat, cook при тебе. Also keen on music, often hard to find in shop, international singers. Все, короче, с этим все понятно. From place. Stalls open during normal daytime shopping hours. So, depending on the weather, there's plenty to entertain you the whole day. Oh, это хотела all day. Try a sandwich bar if you're hungry and look for an old copy of some of your favorite author. You also have gifts from all over the world. Кто-то хотел книжку бэушную купить. Где она? Она, помню, но не помню, кто именно из них. Second-hand book. Так. Object from countries for her friends. Gifts from all over the world. Это и подходит. She's looking for objects from... She'd like to choose a second-hand book to read on the journey home. Planning a sandwich, Mr. Book. Look for an old copy of something by a favorite author. From place. Они здесь заканчивают. Фу, хорошо хоть так. То есть уже если потянул, ну уже чуть-чуть лучше. Так, вот с этой неугомонной. Jenny, что ты хочешь, Jenny, скажи мне. Wants locally produced food, traditional to the area. Ну там было где-то. She needs somewhere convenient to eat, and as she's sightseeing in the city, the market shouldn't be far from local attractions. Ой, да, там было что-то такое. Close to museums, так, local attractions. Place something for lunch. Region's famous cheese. Whatever, local, Producers are there with advice on different types. Situated around the market, watching the colorful scene. Бла-бла-бла, это все лишняя фигня. Но я думаю, что вот эта lady... I think you will enjoy a Perfect Market, Jenny. Don't mention it. Matt is set. Sammy. What do you want, Sammy? Sammy wants to visit a market after spending a day in the city. He would like to photograph a historic place and buy a painting by someone unknown. Camera equipment. Ну, я не знаю, при чем здесь camera equipment. Фотограф, что, buy фото... Или ему надо купить фотоаппарат, или ему надо... Или у него уже есть. Тут непонятно. Или еще один купить, чтобы было. Books on photography, as well as an amazing range of cameras to have old pictures, local places. Это он сам хочет pictures, то есть это ему не надо, он не хочет купить. Он хочет купить картину, а фотографию он хочет сделать сам. And of course, the salon is happy to give advice. Так, вообще непонятно. Hot soup. Непонятно. Непонятно. Amazing building that's 100 years old. Visitor finder late night opening. Этой пока еще нету, да, тоже. Late night opening hours convenient. There are always performers entertaining the crowds. We recently opened more stalls specializing in pictures. Hundreds of years old. And there are always performance. То есть ничего не подходит этому Сэмми, но подходит, что у них есть artist pictures from well-known and also from
beginners in their careers. Значит, пока что так. Roswell Hill будет Sammy. A lot to see and interest in indoor market. Indoor market. Вот это хочет indoor market. So it's open from morning until late. Так, она хочет целый день. Fantastic modern setting. Find everything from rare gold and silver jewelry. Она нужна necklace. Designer clothes. Although the prices aren't cheap, the quality is excellent. I don't think she cares about that. Да, она про деньги ничего не говорит. After shopping, enjoy a meal in a nearby restaurant. Necklace ей надо. Целый день. Wants to avoid the cold by staying inside. Indoor market. Ну, I think you will enjoy this. Camberwell market. It's okay? It's okay. Значит, остался у нас Сэмми, неугомонный и неудовлетворимый Сэмми. Что ты хочешь? Что ты хочешь, Сэмми? Куда тебе? Ты хочешь пофоткать что-то и потом картину купить? А подожди, так же было уже Artist Unknown Careers. Ага. Вот, все, нам некогда нам с тобой возиться, Сэмми, у нас 14 минут осталось, идем дальше. Очень сложная задача была, кстати. Ну, не то, что сложное, время уходит, надо по нескольку раз перечитывать. Я ж нажал уже кнопочку. Не, она не нажалась. Блин, сейчас читать столько надо. Part 3. А сколько у нас вообще? Мы даже до половины не дошли. Я чувствую, я завалю этот тест сегодня. Давай наугад, Шерлок Холмс. Hi there, Олег. It's evening ninja school. Yeah, first lesson this year. Первый в этом году урок. Ну, как урок. Добрым молодцам урок. Блин, что читать это все теперь? Ладно, хорошо, давайте, чтобы была польза, я буду медленно читать. И, ну, опять же, произношение тест британский, текст, скорее всего, на британский манер. Я буду читать с американским, ну, тоже со своим колоритом, но в основном американским акцентом. Поэтому получится такое, что кашица. Но посмотрим. То есть я буду просто медленно. На listening пусть будет упражнение вам. There is a popular idea that artists are not supposed to be into sport. But mountain biking is a huge part of my life. It gets me out of my studio and into the countryside. But more importantly, racing along as fast as you can leaves you no... Порядок слов в английском предложении. But more importantly, racing along as fast as you can leaves you no time to worry about anything that's going on in your life. You're too busy concentrating on not crashing. The only things you pay attention to are the pain in your legs and the rocks on the path in front of you. I'm in my 60s now. What? I'm in my 60s now, but I started cycling when I was a kid. In the summer, my friends and I would ride our bikes into the woods and see who was brave enough to go down steep hills or do big jumps. The bikes we had then weren't built for that and often broke, so I used to draw pictures of bike with big, thick tires that would be strong enough for what we were doing. He's a weirdo. They looked just like modern mountain bikes. However, it wasn't until many years later that someone actually invented one. By the 1980s, they were everywhere. Mountain bikes, that is. At the time, I was into skateboarding. I did that for a decade until falling off onto hard surfaces. Опять. I did that for a decade until falling off on hard surfaces started to hurt too much. Видите, где глагол, то есть предложение в английском языке это так, они такие классные, то есть берешь его и набор слов тебе нужно разобрать на
Вот видите, прочитал, такой тык, это garden path sentence называется. Когда ты читаешь, тебе кажется, сейчас будет то, а оно такое тынк. Вот что у нас было? На чем я так... I did that for a decade. I did that for a decade until falling off. Там, тра-ля-ля, да, пока не упал. А потом нифига. Until falling off onto hard surfaces. Вот вам subject of the next phrase, next clause. Started to hurt too much. Until falling off, started. Ding, ding. I did that for a decade. I did, ding, ding. Falling off, started, ding, ding. To hurt too much. Вот, все, два глагола, насколько я понимаю. Mountain biking seemed a fairly safe way to keep fit, so I took that up instead. I made a lot of friends and got involved in racing, which gave me a reason to train hard. I wanted to find out just how fit and fast I could get, which turned out to be fairly quick. I even won a couple of local races. Well, show off. In the end, I stopped racing, mainly because I knew what it could mean to my career if I had a bad crash. But I still like to do a 3-hour mountain bike ride every week. And if I'm out cycling in the hills and see a rider ahead, I have to beat them to the top. As I go past, I imagine how I surprised. As I go past, можно было бы запятую, туда не обязательно. As I go past, I imagine how surprised they would be if they knew how old I am. Nobody cares, buddy. Ну, и что? Ну, человек похвастался, 4 абзаца, хвастался. Что дальше? Peter enjoys mountain biking because... Ладно, вернемся. Так, super even... это yes. Где бы... IELTS, зачем... Где бы затроить... затроить? Что, я не понял. И зачем это 43-летнему мужчине? Очень хороший вопрос. IELTS, в принципе, вообще тесты на знание английского языка, в принципе, нужны будут вам только, если вы поступаете куда-то учиться, или если ваш работодатель там не в английскоязычном, то есть если вы, например, откуда-то с неанглоязычной страны хотите устроиться к работодателю, где в основном на английском, они могут потребовать с вас какой-то уровень английского. А так, в принципе, больше ничего. Ну еще для авторитета. Можно сдать там на ситу и ходить. Типа, у меня ситу, приходите ко мне на уроки, очень дорого, но у меня ситу. То есть вот так можно. В принципе, не нужно. Но, то есть, в принципе, сам тест не нужен, но подготовка к тесту всегда поможет, потому что оно полезно. Почитал, там что-то подумал, головой, там пошерудить, там это в мозгах. То есть полезно для тренировки. Сам тест-сертификат, типа вот у меня вот B1 certificate, virtually useless. Ну, если с вас его не требуют, то вряд ли он вам пригодится сам. Если же требуют, то вы четко сами уже знаете, зачем он вам нужен, потому что просто требует. Вот такой вот. Keep going, you're doing well. А глагол где у вас там? Без глагола куда? You are doing well. Шо, это ж у меня чуть кондрашка. Но спасибо за комплимент. Значит, Peter enjoys mountain biking because... Я уже не помню, что он там. Кстати, про произношение имени Питер в американской версии английского языка. Имя Питер произносится вполне интересно. Потому что они там rolling, да, там, как это называется, flap T. В общем, не знаю. Значит, Peter enjoys mountain biking because it gives them the opportunity to enjoy the views. Наверное, нет. He can use the time to plan his work. Что-то не припомню такое. He's able to stop thinking about his problems. Maybe, I don't remember. It helps him to concentrate better. Придется читать заново. My 60s, right, okay, don't care, build.
Often broke, who cares, mountain bikes, fairly safe way to keep fit. Made a lot of friends in the racing, там хоба-хоба, там я такой крутой, now I want to find out just how fast, how fit, okay, I'm красавчик, turned fairly quick, непонятно. Stopped, так, написано, почему он stopped, а почему он начал, почему enjoys, to stay fit, I don't know, give him opportunity to choose the views, yeah, he used time to plan his work, now he's able to think about this problem, helps concentrate better. Gets some jobs, more important race alone as fast as you can leave you no time to worry about anything that's going on in your life. Okay. More than any, как он сказал, but more importantly, все, понял. He is able to stop thinking about his problems. Потому что, but more importantly, racing along as fast as you can leaves you no time to worry about anything that's going on in your life. Да, то есть нет времени думать о том, что происходит в жизни, потому что надо не упасть и не разбиться. What does Peter say about cycling during his childhood? He's sorry it didn't take more time, take better care. Take more care. Ладно. He's sorry. I don't know if he's sorry. His friends always had better quality bikes than he did. Мне кажется, у них ни у кого не было quality bikes. Он там начал рисовать mountain bikes, что-то там какое-то. His bike wasn't suitable for the activities he was doing, probably. He was more interested in designing bikes than riding them. The bikes we had then weren't built for that. And often broke, so I used to draw pictures and blah, blah, blah. Да, the bikes were not suitable for what he was doing. 4 минуты осталось. Я так понимаю, тест мы завалим. Уровень для получения гражданства. А что, прямо уровень типа B какой-то? Я знаю, что есть какой-то тест на знание языка, но он довольно простой для получения гражданства должен быть, по идее. То есть там не требует именно B1. И как бы там вообще не требует никакой уровень, ты его как бы сдаешь на месте или что? Смотря какое гражданство, да? Смотря в какой стране. Ну вот, по-моему, так. Что 3? Это, наверное, в прошлом? Или в этом 3? Я не помню, когда это было. А у нас 3 в этом и в этом. Хорошо, давайте тогда на это тоже 3 отвечу. In order to me. Peter says he returned to cycling after several years. Чтобы to stay fit, он, да, там вернулся или что? Because he had become unfit, so that he could enter races. По-моему, At the time, I was into skate, mountain biking seemed very safe to keep fit, so I took that up instead. Да, become unfit. Или to stay fit, to keep fit. Значит, he didn't become unfit, he wanted to stay fit. In order to meet new people, to replace the activity, да, потому что he was skateboarding, and it was, like, dangerous, and then he decided to, like, do, like, biking or whatever. It's, like, pretty cool. It's like skateboarding is pretty cool too, but like I don't know. It's like, yeah, I'm doing all those things, I'm cool like that. I draw pictures of the bikes, and I'm like in my 60s, and I'm like so cool. It's like, oh my god, I don't know, whatever. I'm like so super cool, super chill. Yeah, I'm Peter. To replace the activity. How does Peter feel about cycling now? He no more cycling, right? No more racing. А cycling, он наоборот там что-то гоняется за людьми там на гору. То есть he's proud that he's still so fast. I think he is. He's very proud. I'm out cycling. I have to be I'm surprised they would look at I think he's proud that he's still so fast. He's keen to do less now. Yeah. He regrets the fact that he can. Yeah. Maybe. In the end, I stopped racing mainly because I knew that it could mean to my career if I had the bet. No, he doesn't regret. He did the right thing, he thinks. He wishes more people were involved in the sport. I don't remember. But
this is okay, he's proud, whatever. Если неправильно, то неправильно, мы все равно завалим этот тест. What would be a good introduction to this article? For Peter... А нафига мне ваш upload? Друзья, это было прекрасно. Я думаю, мы хорошо бы прошли этот тест, if I weren't so slow. Блин. Да, об этом я не подумал, что мы можем, что время закончится. Ну, в принципе, наверное, на большинство вопросов ответил правильно. В принципе. Озадачен я. Ну, можно начать и испоганить другой тест. B2 можно попробовать начать испоганить. Можно listening. Давайте listening посмотрим, что там у нас по listening. Давайте этот же B1, но listening. Мне, кстати, тоже будет полезно, потому что к британскому... Ну, то есть тот, который вы меньше используете, к нему, ну, почему бы не воспользоваться возможностью. Как я говорил про Peaky Blinders, вообще ничего не понятно. Я его без субтитров просто не мог смотреть. The Wire я не мог смотреть без субтитров. Кстати, у нас сегодня же об этом и был разговор с Андреем Юрьевичем. Да. Про The Wire и про Peaky Blinders, что очень тяжело понимать, когда ты не привык, ну, во-первых, к диалекту, к самому к лексикону, то есть сленг свой. То есть дело не только даже в диалекте, а дело в том, там, какая профессия у людей, или где они живут. Или... То есть диалект — это только часть вопроса. Поэтому Peaky Blinders я сейчас, как бы посмотрев несколько сезонов, ну, уже давно. Я, кстати, самые свежие не смотрел. Надо бы. Очень тяжело там. Томми Шелби, там что... Ну, я не могу даже повторить, не то, что повторить, если я не понимаю, что они говорят, то имитировать их, как бы... Имитировать еще тяжелее. Где у нас это listening? Давайте это listening будет, пусть будет listening. Writing, я уже говорил, writing это самое трудное. На writing, если я на reading застрял, то на writing я застряну просто навсегда. Listening. Кстати, то, что мы прошли вопросы, там у них есть с ответами на этом же сайте, на Cambridge. Есть с ответами это sheet. И вы можете проверить то, что мы вместе прошли пока правильно или неправильно. И если захотите дальше пройти этот тест, то, ну, как бы сможете сверить ваши ответы. Put on your headphones way ahead of you and click on the play sound button and play a sample sound. Кто, если смотрит, скажите, пожалуйста, насчет аудио, есть ли оно? По-моему, есть, я проверял перед стримом, но типа громко, тихо, лучше, хуже. Лучше, чтобы лучше, потому что сейчас полчаса уйдет. Please change the volume using the bar in the top right corner. Click Continue when you hear the sound clearly. Please change the volume using the bar in the top right corner. Click Continue when you hear the sound clearly. Please change the volume using the bar in the top right corner. Click Continue when you hear the sound clearly. Кто слышал, отзовитесь, пожалуйста, какая была. Нужно change the volume using the bar in the right corner? Или не нужно change the volume using the bar in the right corner? Можно сделать громче, можно сделать тише. Audio okay? All right, все, спасибо.
Значит, continuar en español o primal dos. Preliminary listening, approximately 30 minutes. Instruction to candidates: answer all the questions. You can change your answers at any time during the test. Good. There are 4 parts to this test. Each question carries 1 mark, 1 grade. Mark редко не используется в американском в этом контексте, как оценка, как grade, скорее всего, бы сказали. You will hear each recording twice. Good. For each part of the test, there will be time for you to look through the questions and time for you to check your answers. Okay. Sounds fair. Что, начинаем тест. Listening. Наверное, какие-то паузы надо будет делать. In the right... А я же ее не слушал. Она сказала using the bar in the upper right corner. Я думаю, она сказала bottom right corner, типа на компе. А вот in the upper right corner у нас есть слайдер, volume слайдер, bar. Полезно иногда слушать. Все, старт-тест. Fingers crossed. Cambridge Assessment English. Preliminary listening. Есть пауза? Sample test. There are 4 parts to the test. You will hear each part twice. You will have 2 minutes at the end of the test to check all your answers. Part 1. For each question, choose the correct answer. One. What did the girl buy on her shopping trip? Hi, Lucy. Have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. And there's only one big light in the ceiling. I'd prefer to have a lamp on my desk, so that's what I got today. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. I nearly got one today, actually. So maybe the bookshelves can wait. Дальше можно не слушать. Она купила лампочку. Почему? Потому что света не хватает. А bookshelves будет следующим. Listen again. Hi, Lucy. Have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. And there's only one big light in the ceiling. I'd prefer to have a lamp on my desk, so that's what I got today. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. I nearly got one today, actually. So maybe the bookshelves can wait. Да. Чуть не купила cushion, да, подушечку. Bookshelves надо купить, но пока не купила, а купила. Why did the plane leave late? Good morning, this is your captain speaking. I'd just like to apologize for the late departure of the flight. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. We'll arrive in Manchester in about an hour, and we're told the weather on the ground isn't good. There's heavy rain in the city, and we're expecting strong winds at the airport as we land. But we shouldn't be too far behind schedule. Thanks for your attention. Никогда такого не будет, чтобы прямо разобрать, что он говорит. Ladies and gentlemen, now listen again. Good morning, this is your captain speaking. I'd just like to apologize for the late departure of the flight. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. We'll arrive in Manchester in about an hour, and we're told the weather on the ground isn't good. There's heavy rain in the city, and we're expecting strong winds at the airport as we land. But we shouldn't be too far behind schedule. Okay. Thanks for your attention. Дождь-то да, но это не то, что нас держало. Нас держало, что чистили снег. 3. What activity does the woman want to book for the weekend? Sorry. Hello. I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. I was hoping to book a sailing lesson, but I understand from your website they're all full, so I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest.
I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Я Could вопросы you не ring me услышал. back to confirm? Many thanks. What was the question? Now listen again. Hello. I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. What was the question? I was hoping to book a sailing lesson, but I understand from your website they're all full. So I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Could you ring me back to confirm? Many thanks. Что она хотела? 4. I don't know. Which cake will the girl order? Какой она закажет? Have you chosen a cake yet? I'm not sure. I guess you're having the lemon one. How did you know? Because you always do. I suppose I do. So, what about you? I might try the one with the strawberries on. You had that last time and you weren't keen on it, remember? I'd go for the chocolate cake if I were you. The chocolate one does look good. Might be a bit sweet, though. Oh, I think I'll have the same as you. Same as you, то есть lemon. Она Now вначале listen again. on Have you lemon. chosen a cake yet? I'm not sure. I guess you're having the lemon one. How did you know? Because you always do. I suppose I do. So, what about you? I might try the one with the strawberries on. You had that last time and you weren't keen on it, remember? You don't I'd go remember? for the chocolate cake if I were you. The chocolate one does look good. Might be a bit sweet, though. Oh, I think I'll have the same as you. I think I'll have the same as you, which is the lemon cake, which is nasty. 5. Let's get out of here. How much must customers spend to get a free gift? Сколько должны потратить? Supermarket has some wonderful offers for you today. Buy 6 bottles of Stacey's own fruit juice in any of our great tasting natural flavours, and the price will be only $9.99. That's a huge saving. And we have a mystery present for all shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99 and we will reward you. And take a look at our special party food. Buy everything for a birthday meal for 6, including a cake, for as little as $29.99. По-моему, вот это, но я вообще не понял. Now listen again. Stacey's Supermarket has some wonderful offers for you today. Buy 6 bottles of Stacey's own fruit juice in any of our great tasting natural flavours, and the price will be only $9.99. That's a huge saving. No reward. And we have a mystery present for all shoppers. Nice. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99 and we will reward you. Okay. And take a look at our special party food. Buy everything for a birthday meal for 6, including a Может, это cake, for as little as остановить этот... $29.99. Или продолжаем? 6. Нету паузы. Я думал, тут можно будет остановиться. What did the family do on Sunday? Did you have a good day out on Sunday with the children? Yes, we'd planned to go and see the big fish at the Sea Life Centre, which opened recently, and then go and see a film. Please We got to the it. Sea Life Centre. Да, It was тут so надо без full, пауз. We were told to come back an hour later. We did, and Sorry, it was worth the I wait. need to remain Much in more control fun for of the this. children I than the don't art like gallery it. we saw Blah, some blah, weeks blah, ago. blah, I'm not Couldn't listening. get to Blah, the blah, cinema, blah, 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 though, blah, but we had blah, a blah, good blah, day. blah, I'm not listening. Не, это нервно. Не можешь остановить, как бы объяснить, расслышать, еще раз перекрутить куда хочешь. That was scary. Но тоже B1, ведь разные акценты, вот это про там discounts, про это рассказывала, я такой, надо перестраиваться, привыкать. То есть понимание local акцентов и вот этого всего, это просто с практикой. И просто где вы окажетесь, там вам и это. Там оно и может быть полезным. Я проверяю Telegram, или кто-то что-то там писал.
Не, никто ничего не писал. И вообще люди поразбегались. Этот IELTS, listening, ну, давит на крышу. Ну, что вы хотели? Новый год, порядки новые. Колючая проволока. Да, кстати. У кого-то, кстати, да, и будут новые. Ну, ладно, не будем вдаваться в политику. Но что с этим с IELTS делать? Просто я не знаю, как бы нравится, не нравится, нужно, не там... Не хочется как бы заставлять вас смотреть, слушать то, что вам не хочется. Если давайте какие-то, если есть вопросы, может, можно ответить, или можно другой попробовать. Или... Я просто надеялся, что у меня тот, на который должно уйти там 60 минут, я думал, ну, уйдет больше, и вот такой будет стрим. А что-то я не подумал, что оно типа 60 минут и все. Ну, то есть, что оно нас остановит. То есть, можно будет на следующий раз... Я не хочу просто, типа, смотри, как я умею. Типа, чик-чик-чик-чик-чик, и прошел тест. Как бы, я думаю, важнее объяснить, почему, как бы, почему тот или иной ответ был выбран. Поэтому, как бы, нужно контролировать время, то есть паузы. А там с listening вообще такой стресс начался, как бы не остановишь, не в одном, как я вопрос пропустил, как бы смысл слушать, если вопрос не знаешь. Страшное дело. Значит, давайте так. У нас стрим уже и так идет больше часа. Я рассчитывал там часа на 2, но как бы уже на это не будем настраиваться, на эти 2 часа. Сейчас пару минут, если будет кто-то еще присоединиться, если какие-то будут вопросы, чтобы ответить на вопросы, обсудить. Если же нет, то я вернусь к тем тестикам, которые у нас были в прошлые 2 раза. Пройду какой-то один на выбор. Тоже там постараюсь объяснить. И все. Сегодня ж 1 число, сегодня ж Новый год, еще кто-то будет праздновать, наверное. Продолжает праздновать, как бы, ну, первый год. Какой первый? Уже 2023. 1 январь этого года и первый его день. Окей? Окей. Все, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Если у меня будут ответы, я вам дам ответ. Если нет, то придумаю что-то, чтобы заставить вас чувствовать виноватым за то, что вы задали такой вопрос. Beginner exercises all and every. Already or yet. Даже не хочу туда лезть. Чувствую, что там будут вопросы, которыми я буду недоволен. Early and soon. Вот это, кстати, хорошо. Можно early and soon. Но enough and to. Тоже enough and to too. Enough to. Ever and never. Не думаю, что там будет сложно, потому что, окей. Отрицание, типа, одно. Если есть never, то not уже не будет такое, ладно. Few and little. Тоже довольно легко исчисляемые, неисчисляемые. Фигня. Причем с few and little носители языка будут, наверное, испытывать больше трудностей, чем изучатели английского как иностранный. Как amount и number. Few or little to. Good and well. Many or many of. Что? Вот это я хочу увидеть. Many or many of. Many of the families. Значит, many families. Many families have more than one car nowadays. У меня уже откуда-то появился британский акцент. Это все этот шикарный кофе из Сиэтла.
Many families have more than one car nowadays. Many of the people. Значит, потому что many of the people... Кстати, ладно, не будем. Many of the people there were disappointed. Many of the people there were disappointed. Обращаем внимание на наше произношение. Не старайтесь произносить быстро. Если вы будете стараться произносить быстро, вас никто не будет понимать, и вам будет казаться, что вас не понимают специально. Хотя вас не будут понимать. Есть довольно известные учителя английского на Ютубе, другие. Не в нашей школе. В нашей школе учителей нет, как вы знаете. Но есть учителя, и они стараются произносить быстро, и произносят очень плохо. И вот один из известных блогеров, так сказать, учителей, я вообще не понимаю, что он говорит. Причем, что он утверждает, что он там носитель. Говори как носитель, а ни один носитель. То есть я к чему веду, что иногда вам кажется, что вы очень классно произносите как носитель. Короче, если вам кажется, что вы произносите как носитель, то, скорее всего, вы произносите так, что вас никто не поймет. Произносите, как вы произносите. Произносите четко, произносите правильно. Все будет хорошо. Many of the people there were disappointed. Many of the people there were disappointed. Я к тому, что там носители глотают слова. И вы начинаете глотать слова. Но вы же не те слова глотаете, и не там. С глотанием надо осторожнее как-то. Это же не шуточное дело. Many of the people there were disappointed. Many of the people. Many of them were late. Many of them were late. Потому что many of them просто нельзя сказать грамматически. Слушай, сложно, довольно сложно. Я даже не обращал внимания на many of. There were many people without tickets. There were many of people. Ну, как бы, from many of the people. Ладно. There were many people without tickets. How many us? How many of? How many of us have the time to do it? How many of us have the time to do it? I don't know. I've thought about them many times. Можно было бы даже, кстати, many a time, но это было бы уже, во-первых, немножечко устаревшее, но не так, что прямо совсем устаревшее, что не встретится. Такое оно у него, типа, как бояры, не знаю. С одной стороны, немножко такое устаревшее, с другой стороны, литературно короче, такое. Many a time можно было бы сказать, но не надо. Без необходимости не надо. But I've thought about them many times. Okay. Yes, many of us were angry about it. Many us плохо звучит. Many of those who were there liked it. Тоже, видите, много коротких слов. Вот отличие английского языка, когда много коротких слов подряд, и вот все на порядок. Перемешайте those were who there, взорвалось. Those who were like, взорвалось. То есть many of those who were there liked it. Каждого слова свое место четкое. Поэтому many liked it. Many of those who were there liked it. How many times have I told you? Это вообще легко. How many times have I told you? Не смотрите. There weren't many of the cakes left. There weren't many of the cakes. Как-то оно немножко так звучит. Грамматически нормально, да. There weren't many of the cakes. There weren't many cakes. Даже лучше бы было, ну, the cakes. There weren't a lot of cakes left at the end of the party. Ладно, пофиг. There weren't many of the cakes. Немножко кривовато оно мне
выглядит, но правильный ответ many of, потому что many the cakes будет еще хуже. How many of you were there? How many of you were there? How many of you were there? Вроде просто, не очень просто произносить. How many people were there? How many people were there? How many of the people there enjoyed it? Ну, тут понятно, 100%. Not impressive. Ну все, прошли тестик, и прошли и то, и прошли и все, и прошли и listening, и reading, и что еще. И ну и все. Поздравляю вас с Новым годом еще раз. Не забывайте, пожалуйста, опять, как бы учитывая то, что наш канал не политический, оставаться в стороне от политики нельзя. Ну, я не буду вас учить, как бы, если вы до сих пор этого не понимаете, то как бы я думаю, все это понимают, поэтому поддерживайте, пожалуйста, Украину. И будем надеяться, что этот год будет год победы над злом. Все, Новый год, тест прошли, самореклама тоже была, миссия по саморекламе была выполнена, месседж послан, а я тогда пойду. У меня вообще еще тут Новый год еще праздновать и все такое. Спасибо всем, кто присоединился, всем, кто смотрел. Приятного пути, кто был в дороге, уже, наверное, приехали. И всем всего. И как бы, ну, а тут, да, как бы все. Я пошел.